Всем привет, с вами Uniways, и сегодня мы возвращаемся в поло. Как обычно, я хочу посмотреть за потенциал семей, поэтому не буду подробно рассказывать, а буду больше показывать, что происходит с персонажем, потому что мне интересно посмотреть на потенциал этих семей. Полок — это городок в СНГ эстетике от создательницы Vigrid Sim, и сегодня мы будем играть за семью. Возвращаемся к Закруткиным, только уже их старческие версии. Они живут вот в таком домике в СНТ. История их семьи такая-то, что Федор и Тамара — счастливая пара, которые, судя по всему, здесь поженились. А потом их сын женится на Марине. У них рождается ребенок, но он как бы сбегает, и вот Марина, бедная, остается с двумя детьми. И Федор заболевает какой-то болезнью, а Тамара хочет его вылечить народной медициной. Вот так вот. Катастрофически не хочу снимать последние серии, потому что они очень сложные в монтаже и все такое. Ну, в смысле, в отыгрыше, в выстраивании мизансцены. Хотя, казалось бы, что тут такого? Симы ходят, свои дела делают и все в таком роде. Как всегда, конечно, будем играть с утра понедельника до вечера воскресенья. Посмотрим, что будет с ними происходить. В Олге вообще довольно много пожилых персонажей. Это всегда проблема для игроков, типа, а что делать, как ими играть, потому что, ну что там, через неделю они уже поумирают все. Поэтому, конечно, интересно смотреть на потенциал, в том числе, как можно играть и такими семьями. Что подразумевается, что мы должны делать в ротационном геймплее за них? Ну и тут в СНТ, естественно, как всегда, дожди. Зима почему-то в моем Пологе всегда такова, что она без снега, но за дождями, это уже ничего необычного. А Федор тут, как всегда, кашляет. У него болезнь, и ему нужно будет сходить в больницу. Давай-ка пойдем, Жене поможем. Господи, пока там кашляешь, она уже успеет все сорняки убрать. Ладно, давайте-ка после огорода, сада приготовим завтрак. Как раз на летней кухоньке. И так им в целом особо-то и нечего делать больше. Наверное, нужно еще только с собакой погулять. Но он идет уже клянчить. Собака, ты чё? Ты только что поел, между прочим, из своей миски. Не надо тут ждать еду. Кстати, насчет народной медицины, полагаю, что они, как любая пожилая пара, которых прожили уже 100 лет в обед, будут сварливо ругаться на этот счет. Ну так, типа, несерьезно, по-доброму. Потому что Федор, конечно, против того, что его жена связалась с этой мошенницей, как он считает, да и так и есть на самом деле, Ноны, и пытается его лечить всякими уринотерапией и прочим. Что еще можно придумать? На что Тамара с ним не согласна, потому что традиционная медицина, врачи и больницы им не помогают. И она делает все, что в ее силах. А что еще делать, как бы, если тебе не могут помочь? Ну, у Федора поэтому запланирована поездка в больницу, а точнее в маленький медпункт, который у них есть при СНТ. Нужно будет наведаться. Ой, звонит кто-то. Беги быстрее. Кто же там звонит? Любимый внук. Эй, дед, позови-ка бабушку, пожалуйста. Да, конечно, внучок, а со мной ты поговорить не хочешь? Что ж поделать? Сядем тут тогда и демонстративно будем смотреть телевизор. Делая вид, что это вообще неинтересно с внуками болтать. Вот бабке хочется. Она специально перед телевизором встала. Удобно тебе, да? Ну да, они тебе же звонят, внуки. Все, надоело. Ушел. А Тамаре, мне кажется, как бы не то чтобы очень интересно, ты с внуками болтать.
Взяла и положила. Может, это Федор хотел с ними спросить, как у них дела. Она такая, да ну нафиг, я лучше с своими грядками буду разбираться. Господи, ты чё орёшь? Сама зашла к нему в туалет, сама орёт, что он тут сидит. Давай нашего Шарика на прогулку возьмем, то он тут такой неприкаянный. Ты чё, не хочешь такой дождь на прогулку? Шарик уже тоже старенький, я думаю, что ему как бы это, как активной собаке не хочется бегать везде и прыгать. Он в будке своей поспит. Ну а так как старички старенькие уже, конечно, у них должен быть какой-нибудь дневной сон, я думаю. Почему бы немножко не подремать, лежа на кровати. Вообще, я каждый раз сейчас задаюсь вопросом, это вот нам переводчики такую свинью положили, и вместо того, чтобы перевести dream как мечтание, они его перевели как nap. А дремать, типа dream, дремать, ну понимаете, да? Или в оригинале тоже эта функция не дает тебе высыпания. И типа в оригинале там тоже должно быть вместо nap. О, в смысле, написано nap, а не dream. В общем, ничего не понятно. Кто знает, расскажите. Потому что вот именно сна конкретно так не хватает. Ну, в смысле, как дремы. На кроватях, на диванах можно, а здесь нельзя. Это странно. Но в любом случае не нужно очень сильно перебивать себе вечерний сон. Поэтому лучше заняться опять всякими домашними делами. Тем более, что у них есть такой прудик с рыбками. Ну и давайте немножечко порядочки понаводим. Тут тем более именно на обочине кто-то банки побросал. Не ты ли, это дружочек, кто шел и пил свой лимонад и бросил банку около нашего дома. Молчит, ничего не говорит. Пока Тамара тут идет, он уже успел слинять. А мы до него не добрались. Но когда наступил уже вечер, то думаю, что можно и поужинать. И новости посмотреть, почему бы и нет. Вдвоем. У них тут сериалы по типу, не знаю, Кармелита, Санта-Барбара. Господи, как же в Sims 2 все-таки не хватает многозадачности. Так хочу, чтобы они сидели и на диване смотрели телевизор, ели и болтали. То нужно какие-то невероятные танцы с бубнами применить, чтобы это все запланировалось. Это какой-то пипец. Наконец-то важные новости начинаются. Давайте смотреть. А ну, не болтай. Сидят, наверное, комментируют там важные события. Все, время всем попу мыть и спать ложиться. Время уже не детское началось. Ну, а где-то посреди ночи внезапно происходит пробуждение. Давай-ка тихонечко спустимся, чтобы не будить мужа, потому что тут начинаются дела. Помните, как Тамара купила яйцо у Ноны? И, конечно, та сказала ей закопать его на кладбище, чтобы муж был здоров. Поэтому Шарик придется себе просыпаться и идти с нами на кладбище. Слава богу, оно хоть недалеко. Из-за того, что копать на кладбище как-то нехорошо, да и Федор к этому плохо относится, то днем нет никакого варианта туда сходить. А вот ночью самое то. Ну, насчет недалеко это я погорячился, поэтому придется вызвать такси и, собственно, добраться туда. Потому что что делать? Добраться туда Тамара на своих двоих, конечно, может, но думаю, что это максимум, что у нее получилось бы, и то к утру только. Все-таки ей еще копать как-никак придется. Если честно, я думаю, что ее связь с Варун все-таки продиктована в том числе именно этим. Храм и кладбище далеко, ездить туда каждый раз, а точнее ходить пешком она точно не может. Денег не так много на общественный транспорт. А была бы у них какая-нибудь местная часовенька, то, может быть, она бы и туда ходила.
А тут получается, что нету вариантов, и как бы где-то за мужа нужно помолиться. Что делать тогда? Вот и прибилась Тамара ко всяким нонам. Вот мы и прибыли на место преступления, так сказать. Шарика тут скорее взяли чисто, чтобы так страшно не было на кладбище. Может, он еще и рыть поможет. Давайте-ка найдем могилку подходящую. И, конечно, это, скорее всего, будет Ирина Сердюкова, потому что необычная смерть. Это то, что порекомендует сделать Нона. Ну и несмотря на то, что яйцо было подозрительно похоже на пасхальный подарочек, оно точно должно быть магическим. Тамара предварительно достала его из холодильника и уже вовсю готова совершать ритуалы. Как бы и страшно тут не было, Шарик еще и как-то беспокойно себя ведет. Но в конце концов, не каждый же день ты могилы роешь. Ну что ж, дело сделано. Пора как бы завершать. Ну и, конечно, нужно немножко теперь помолиться за упокой. Раз уж мы потревожили. О, как раз прилетела нечистая сила. Кому же еще по кладбищам ночью ходить? Срочно, бежим домой, все, дождь начался. Кошки еще всякие тут, оказывается, бегают. Здравствуйте. Мистер Шарик, я недоволен. Ну ничего, мы сейчас домой поедем. Надеюсь, что такси побыстрее придет из этого злачного места. Они в итоге играть начали. И также тихонечко давай зайдем, переоденемся и поднимемся так, чтобы кто даже не услышал. Доброе утро, друзья. Посмотрите, какой хороший день, как нам солнышко улыбается. Просыпайтесь. Понимаю, что Тамара, конечно, не выспалась, но что поделать, новый день не ждет. Самое время опять попасть в день сурка и, собственно, заняться всеми домашними делами. Ну, а я думаю, что нам сегодня нужно будет сходить в медпункт и спросить у врача, чё, как лечить-то продолжать. Ну и Тамара, конечно, не будет рассказывать Федору о своей ночной вылазке, и она смотрит с надеждой, думала, что вот уже утром он не будет кашлять, но в итоге, может быть, нужно подождать, чтобы заклинание сработало, поэтому никакой необходимости в том, чтобы ему идти в медпункт, нету. Но у него, конечно, другое мнение на этот счет. Поэтому пока что Тамара разбирается с домашними делами, мы, пожалуй, сходим к врачу. Пришли мы вот в такой вот медпункт, и здесь нас ждет уже такая вот врачиха. Они с Федором видятся уже не первый раз, и он ей напишет то, что не проходит у него эта болезнь, непонятно что, аллергия или что-то еще. Вот, и что делать будем? Конечно, в этом медпункте особо ничего сделать нельзя. Но назначить в городской больнице какие-нибудь анализы можно. Для этого сейчас Федора будет осматривать, что там происходит. Как говорится, дышите, не дышите. То вы тут совсем уже не дышите, по-моему.
А тут все началось, и колено болит, и кашель, и все на свете. Послушав его легкие, Федор скажет, что нужно направлять вас в больницу, потому что это, видимо, пневмония или что-то такое. А там анализы и все такое. В общем, в стационар тебя. Давно пора, конечно, но вот тоже. Только сейчас руки дошли до него. Конечно, как сестрички, он вообще не любит подобного, но что ж поделать. Он, человек науки, считает, что только медицина может ему помочь, а не его жена с сумасшедшими идеями. Поэтому договорились. Ну и теперь со спокойной душой можно идти и готовиться к госпитализации. Тамара тут вовсю уже начала готовить ужин. Он ей расскажет, как у него прошло его прием. И она, конечно, совсем этому не обрадуется. Потому что, конечно, она считает, что это все дурь какая-то, и ему нужна другая помощь. Тем более, вот-вот закопанное яйцо уже должно подействовать. На что Федор резонно заметит, что ему лучше не становится, и ему нужна госпитализация действительно. Конечно, они повздорили на фоне этого всего, но его хриплый кашель всех пугает. И, конечно, Тамара хочет всего лучшего для своего мужа, а просто у них очень разные взгляды на этот счет. Но попытка не пытка. И что ж поделать, если он уже принял такое решение. И пока Федор будет к пятнице готовиться к тому, чтобы уехать в больницу, Тамара будет действовать своими принципами. Поэтому, конечно, она посчитает, что нужно пойти опять к Ноне и рассказать о ситуации. Может, яйцо какое-то внезапно оказалось бракованное, может, что-то еще. Может быть, недостаточно сильное уже заклинание. Или она, наверное, выбрала какую-то не ту могилу. В общем, нужно разобраться. Новый день, новое утро. Звуки толчка за стеной. Ну и сегодня Тамара решила, что сходит как раз к Ноне. Главное, чтобы этот муж не увидел, а так все должно быть гладко. Ну и, собственно, погнали. Тамара, значит, дошла до калиточки и удивилась, что там стоят какие-то люди, ее и не сразу пускают. Ну и через калитку они стали переговариваться. Тут Тамара, естественно, поведала, что ее сюда привело. А эти не унимаются, сюда доспрашивают, кто такая, кому пришла, что надо. Смотрят тут через дырки в заборе. Холодно вам, да? Ну, Тамара просит ее пропустить. Все-таки она не в первый раз уже. А эти не хотят. Ну вот пошел один доложить о том, кто прибыл. Тамара тут, конечно, в недоумении. Вот буквально пару недель назад ничего не было. Потом стройка бесконечная. Шумели они тут много. И все. Вернулся этот, который тут стоял. Значит, стал докладывать. Так и быть, открыли уж Тамаре дверку. Проходя по этажам, конечно, что-то странное тут происходит. Куча людей каких-то. На втором этаже уже нет привычного ничего, лежат подстилки. Ну, а на новом надстроенном третьем этаже сидит сама Нона Красавишна. Глазами только хлопает, на Тамару смотрит. Тамара, конечно, вообще ничего не поняла. Но хоть Нона встала, ее поприветствовала неожиданно. Ой, ну и Тамара, конечно, и стала рассказывать, что вот она закопала, и мужу что-то лучше не становится. В больницу вот собирается. Опять с таким пониманием ее слушает, все ее поддерживает. Да-да-да, говорит. Нехорошо, что он туда. Но, видимо, хворь совсем сильная. Но мои силы стали сильнее. Теперь нужно, значит, новое делать. Не попросила она денег на этот раз, на удивление. Дала Тамаре только напиток. Сказала пить его обязательно ей самой. И мужу подмешать.
Обязательно нужно приходить к ней и молиться за здоровье. Но Тамаре, видимо, некогда, говорит. Не согласна она с этим. Тогда тут сердечно обняв, но она стала предлагать другое. Говорит, что надо теперь кладбищенских жуков раздобыть. Ночью, конечно, обязательно. Сварганить из них блюдо, вместе с напитком мужу все это и подать. Тогда точно должно помочь. Самое главное, до больницы успеть. А насчет денег сочтемся. Главное, пускай приходят, все ей тут всегда рады. С таким напутствием вот ее отпускает. Говорит, приходите о спасении души. После этого к ней остальные стали подходить, тоже обниматься и прощаться. И так причем на каждом этаже. Ну, неловко ей как-то отказывать. Все улыбаются, прощаются. Говорят, очень ждут, приходи еще. Все, значит, говорят, понимаем твою боль, ждем тебя. Но это, конечно, и смущает, и льстит. Даже тот, кто ее не пускал, ее обнимает и говорит, что теперь ждет дальше. Вот в таком помутнении Тамара и вернулась домой. Подумала, что это было. Но совет Аднона она все-таки приняла и решила, что нужно бы сходить за жуками теперь, чтобы во что бы это ни стало вылечить Федора. Ну и решила, значит, пока муж не видит, выпить все-таки зелье, которое ей дала Нона. Как будто бы даже лучше себя почувствовала. Давай вызванивать внука и просить его приехать, чтобы он деду помог переехать. Ну, в смысле, добраться до больницы. Я так и полагаю, у Дениса вообще дело на самом деле не в проворот. Но что ж поделать, если вот так произошло, придется приехать. Всех остальных родственников уж не будем мучить. За эту ночь навалило такое количество снега, которое здесь в помине никогда не было. Что забавно. Не то чтобы поэтому очень кстати, что Федор вот так уезжает в больницу. Все-таки Тамаре одной будет тяжеловато заниматься хозяйством без него. Особенно в такие морозы. Да и Шарика, наверное, нужно загонять, а то он тут околеет на морозе. У него уже и миски не видно. И в домик снег навалило. Вот так летняя кухня буквально за один присест превратилась в зимнюю. Только вечно зеленый плющ остался. Тут все покрылось равномерным льдом. Корочка льда или снега. Даже фрукты заледенели. Тут дедуля на прощание возится с пёселем. Бабка не может достать тост. Господи, ну иди ешь, я тебя подвинул. Интересно, скоро тут Денис приедет? Потому что им бы днем уже было бы неплохо так отправиться. Бедный мальчик, ему, наверное, придется отгул брать ради деда или типа того. Но ничего не поделаешь. А у нас тут, собственно, ничего нового. Как всегда, дело не в проворот. В теплице пока что огурцы растут. И за ними нужен ход. Понял, только дверь завалила, она приоткрылась, и все, и теперь не закрывается. С этим тоже нужно что-то делать. Да из такого внезапного снегопада было бы неплохо еще и крышу почистить. Но кто же это будет делать? Явно не старики. Шарик, бедолага, иди в дом. Не нужно спать в домике. Переставим пока что его мисочку и постелим подстилку. Как говорится, в тесноте да не в обиде, хоть не замерзнет. А вот и Денисыч у нас подоспел. Нужно ему сказать привет и собираться. Он, наверное, чисто поможет
чемодан с собой взять, там довести деда, все такое. И пока что почти вся семья собралась, можно и пообедать, собственно, бабулечкиным супом. Только здесь, конечно, бабушкина уха не моментально не выздоравливает. А так было бы неплохо, и не пришлось бы никакие снадобья из жуков тогда готовить. Тамара там потащилась на летнюю кухню, а эти тут уже нюхают. Я, честно сказать, вообще не понимаю, почему Симы здесь такие привередливые к диванам и не хотят на них вообще садиться. Тут нужно сделать что-то невероятное, чтобы они решили, что да, диван, можно на него сесть с едой. Бесит, жутко бесит. Но вы сейчас поедите и отправляйте, самое главное, а то уже вечереет. Все, Денис, вставай. Никакого больше телевизора. И отправляемся, конечно же. Ну что, Шарик, остались мы тут вдвоем. Будем переживать эти... Как он в диван вмазался. Холодные деньки с тобой. Туалет тут еще успел протечь. Придется самим разбираться. Что ж поделать. Вот сразу все наперекосяк идет. Стоило только Федору уехать. Ага. Ты закончил или что? Не закончил, давай еще. Очень упорная попытка. Ага. Думаю, тупо селенок не хватает, чтобы это все... Что сделать? Протолочь? Не знаю. Очистить. Поэтому будем с забитым толчком, видимо, жить. Ладно, уже делать нечего, пошли спать. Завтра будет новый день, завтра попробуем изловить этих жуков. Хотя, учитывая, как резко навалил снег, как бы какие к черту жуки. Это как-то очень внезапно и так не кстати произошло, поэтому ничего уже не получится. Кладбищенские жуки, наверное, уже спят. Все. Поэтому придется уж просто это приготовить еду и отвезти деду. Каждое утро у нас начинается одинаково. Идем поливать цветочки. Какие цветочки? Огурцы и помидоры в нашу теплицу. Нужно сейчас печку затопить, поесть приготовить, всякое такое. Господи, кто тут названивает? О, это Марина звонит. Спрашивает, наверное, что, как там дед. Денис там всем точно все рассказал. Конечно, она обеспокоенно звонит. Они хоть и не друзья, но все равно это как бы близкие родственники. Все такое. Всегда было интересно, как в таких семьях складываются отношения. Типа, непрямые родственники, но при этом как вот это вот все складывается. Шарика, я смотрю, нужно мыть. Поэтому да, наверняка она просто осведомилась о том, как дела у Федора. И Тамара ей все рассказала. На этом их диалог, скорее всего, закончен. Ой, собачный. Шарик, вот интересно, он кого больше считает хозяином? Федора или Тамару? Или Тамару априори все больше любят, чем Федора? Он такой. Наверное, он просто занудный. Поэтому внуки звонят, они ему. Собака он теперь тоже на его попечительстве. Тем более Тамара 100% за всеми ухаживает. И поесть приготовь, и убери, и налей, и отойди, и все на свете. Поэтому ничего удивительного, что Шарик может ее считать своей главной хозяйкой. Давай мы немножко перекусим, и нужно отправляться уже. Время все-таки обеднее, у него... что там? Часы покоя? Подождите-ка. Дорогая, чем тебе стул-то не угодил? Всем приятного аппетита. В том числе дорогим зрителям, кто тоже ест. Давай-ка деду какую-нибудь пищу, которую не нужно жевать. То кто знает, что у него там. Так как это пневмония, то его, скорее всего, посадят сейчас на антибиотики. И, возможно, он ничего особо есть и не хочет из-за этого. Но какую-нибудь жидкую пищу по типу чили кон карне можно и поесть. Интересно, это вот суп или как? Или это что? Потому что это, по сути,
Фарш, разбавленный всякими овощами. Ну все, Шарик, остаешь за старшего, мы отправляемся. Прибыла, значит, Тамара вот в такой госпиталь. И на стойке регистрации она сейчас будет узнавать, что там палату, куда его определили, все такое. Ей, конечно, предложат раздеться. И она пойдет ожидать, потому что здесь все-таки все строго, карантин, соответственно, никому не войти, не выйти. Но передать через кого-то надо. Тамара также хочет встретиться с лечащим врачом, узнать вообще, что, насколько долго это все будет. Вот, но пока что нужно немножко подождать. К ней подойдет один из фельдшеров, заберет передатчики для больного, скажет, где его палата, и сообщит, что врач скоро подойдет. Через какое-то время к ней действительно подошел врач и стал говорить, что у Федора резкое ухудшение, пневмония оказалась на очень запущенной стадии, и он в нестабильном состоянии где-то вроде в реанимации или типа того. Поэтому Тамаре лучше не отходить и быть здесь недалеко на чеку, остаться с Федором. Ее, конечно, не пустят в стационар, но можно будет подождать и узнать новости, что происходит. Поэтому да, очередное ожидание. Уже прям сильно повечерело, и никаких новостей пока ж нету, поэтому она пока что в ожидании. Ну и врач сейчас сообщит неутешительную новость. К сожалению, Федор не выжил, и этой ночью он умер. И в этот момент, если честно, Тамара даже не поняла. Она в каком-то трансе пошла по коридору, вышла из госпиталя и пошла домой пешком. Для Тамары утро началось, конечно, ужасно. Она сразу позвонила родственникам, они все, естественно, приехали, а теперь нужно было обзванивать всех соседей и приглашать на поминки. Вообще это довольно
Тяжелые организационные моменты, но хотя бы ей помогают Марина и внуки. Тяжелее всего, конечно, всем звонить и говорить о том, что вот произошло такое-то. Тамаре и так в основном было тошно, а тут еще все с этими успокаивающими речами. И из-за этого ей, если честно, хотелось закрыться ото всех и ни с кем не контактировать, потому что как бы никто особо не мог ей помочь. И она сейчас находила утешение только в каких-то домашних делах. И хорошо, что вот именно все общение на себя взяли родственники. Благо Марина, потому что работала в Праге, все эти приглашения в рестораны, заказы столиков, оформление там проповеди и все остальное, это вот как раз ложилось на ее плечи. Ну, конечно, похороны — это еще и всегда очень дешевое удовольствие. Ну, а, собственно, для Тамары в этом всем осталось дело за малым, казалось бы, это обойти всех соседей и пригласить на поминальный ужин к ним во двор или, наверное, сразу в ресторан. Ну, тут не очень понятно, но да ладно, разберемся. Потому что можно было бы, конечно, сделать поминки во дворе, если это было бы лето, но сейчас из-за такого внезапного снега ничего и толком не получится. Наверное, придется вообще всех собирать в ресторане. Поэтому, пока ее родственники у нее в доме будут присматривать, чтобы ничего не произошло, она пойдет сейчас по соседям. Только когда Тамара рассказывала об этом Ноне, и Нона как будто единственная, кто поняла как бы всю боль Тамары, потому что она так, то внезапно для самой Тамары начала плакать. Тогда и сама Тамара не выдержала и тоже наконец-то смогла отпустить это и тоже стала рыдать. А вслед за ними и все приближенные Ноны. Так на их плач сбежались абсолютно все последователи, и в комнате начался настоящий вопль. И Нона еще раз дала Тамаре ее зелье, сказала, что после этого ей должно стать лучше. И действительно так и оказалось. Тамара, конечно, пригласила Нону на поминки, но Нона сказала, что они точно не смогут прийти, но пускай Тамара заходит к ним после поминок. И вот так уже успокоившись, Тамара вернулась домой. На это можно было отпускать домочадцев до завтрашнего дня. И, собственно, завтра для них, для всех предстоял тяжелый длинный день.
Тамара договорилась, что она сейчас поедет к Марине, а потом они все вместе уже поедут в храм, где как раз состоится церемония прощания. Ну, здесь, конечно, как всегда, суматоха. Сейчас они закажут такси и, собственно, будут выезжать. Вот так прошла неделя у Закруткиных. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки и дизлайки, пишите комментарии. Я с вами не прощаюсь и до встречи.